Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые тельцы. Таро прогноз. Октябрь 2025. Знаки судьбы. События октября. Чего же ждать? Давайте с вами узнаем. И на колоде Чиро Маркетти, это у нас Ленорман карты, мы вот эти три знака судьбы с вами давайте достанем. Пару слов об энергиях в октябре. Для вас, мои дорогие, это время, когда хочется тепла и гармонии, уюта и комфорта. Причем это внутреннее, как состояние или желание необходимости, вот совершенно. Может быть, от каких-то тягот, невзгод для вас предыдущие 7 лет это был очень сложный период. И плюс, пусть недавно совсем перешел Уран, который был 7 лет как раз и там наваял, много изменил в вашей жизни. Ну, может быть, у кого-то вопросы, связанные с детьми даже, кстати. Или новый жизненный этап. Не случайно же нам карта ребенка, это всегда обновление. Ну вот вас ожидает это самое обновление, совершенно точно. Так вот, еще будет обратный заход Урана в ваш знак зодиака. Это произойдет где-то, ну, проекция середины ноября, ну, может это и раньше быть, поэтому где-то возьмем ноябрь до 20 чисел апреля 2026 года. Увернется Уран в Телец. Для чего? Это какой-то заключительный аккорд. Но в данном случае энергия работает в пользу вас. Все то, что Уран изменил в вашей жизни, здесь это будет как-то упорядочено, как-то обустроено или обстроено, будем говорить, в какую-то целостность, понимаете, или приобретает целостность ваша жизнь. Но для вас, наверное, мои дорогие тельцы, еще месяц октябрь. Я говорю, что это внутренняя необходимость комфорта. Это когда хочется себя и окружить теми людьми, которые надежные. Это и буквально убранство вашего дома, вот это место нашей безопасности. В целом вопросы дома для вас могут стать на первый план. Это туда, куда вы, ну будем говорить, мы свое тело себя приносим домой, да, и наш дом, он нас принимает, да любыми. Вот дела, тепло дома и любовь, искренние отношения. Какие-то могут быть, кстати, и новые контакты, новые люди тоже могут быть в октябре. Вы можете, знаете, но здесь это не с позиции какого-то праздника, пафоса, фейерверка. Вам это уже не надо. Вам хочется стабильности, покоя, понимания. Это вот и дома-то тоже, знаете, вот это гармоничная обстановка. Это вот для вас будет просто принципиально важно. Вам нужно где-то отдохнуть, понимаете? Но именно и где-то я имею в виду не другое пространство, а найти вот какое-то время, понимаете, для того, чтобы максимально себя в состояние гармонии привести. И может быть еще на повестке дня или месяца еще много вопросов, у кого-то финансовые вопросы, у кого-то, может быть, совершенно неожиданно какие-то кредиты пришлось влезть. Кстати, я такое могу предположить, потому что именно за последний, может быть, месяц где-то, но у кого-то это с августа, сентября, вот где-то вот этот промежуток мог где-то вызвать нестабильность именно и финансовую тоже. И в отношениях может быть некоторые трения. И с финансами какие-то непонятки, да, у нас сейчас все перестраивается. И как раз это время Урана в Близнецах вам может давать ситуацию перезагрузки по финансам. Почему я финансы затронула? Поэтому тут все вместе как будто заново навалилось. Ну, поверьте, все в одну кучу свалилось, потом постепенно отстроится. И все то, что я говорила, надежные люди, кольцо. Хотя могут быть и такие метаморфозы, что кто-то из прошлого к вам возвращается, как какая-то любовь или чувство. Но для вас, наверное, любовь и надежность – это основа основ. Вот после движения и какой-то активности предыдущих месяцев душа просит стабильности, а разум прочных корней какой-то основы. Достанем три карты, как три знака судьбы. Те вопросы или сферы жизни, которыми вам доведется заниматься или принимать важные решения. Давайте положим вот так. Третий знак судьбы. И дополним картами Таро. Не пришпоривайте себя. Создайте себе такое уютное пространство, которое, знаете, вот как осень. Это возвращение домой, и такой теплый, уютный плед. Может быть, любимое кресло или любимое место в вашем доме. Это приятные ароматы, может быть, ароматические свечи, палочки. Корица очень успокаивает, сандал. Вот, да, вот иногда
Очень удачно есть, когда соединяются, ну, вот свечи даже, да, ароматические. Это какое-то мягкое освещение, приятная музыка. Хочется именно заботы и релакса. Ладно, давайте на Таро узнаем, что идет на ваш порог, мои дорогие, какие энергии идут на ваш порог, в вашу жизнь вообще, что идет. Что нового идет в вашу жизнь? В чем, возможно, вы поставили точку, а нет? Оказывается, какое-то продолжение следует, вам еще придется этим заниматься. По основным сферам жизни давайте тоже посмотрим. И первая будет сфера любви. Любовь, личная жизнь, отношения в целом. Сфера финансов, вот давайте узнаем. И сфера ваших достижений, работа, документы, тут у кого что, согласование. Итак, первый знак судьбы. Ну, месяц, луна, мои дорогие. Здесь, с одной стороны, все то, что я говорила еще до карты, это тепло домашнего очага, это наши близкие, это те, которые нас любят без каких-то условностей, а просто именно искренние чувства. Но есть еще и такой момент, когда вам-то самим хочется покоя, тепла, заботы, все то, что я говорила. И, знаете, есть еще некоторые темы, которые мы не прояснили. Вот вы пытаетесь что-то прояснить, может быть, это предыдущие какие-то вопросы, а у вас не получается. Я не хочу вас расстроить, но все-таки это не карта, когда что-то прояснится. Это наоборот, мы где-то понимаем, что, может быть, это даже необходимо принять, что, ну да, некоторые вопросы, вот, ну вот прямо за один момент я не могу исключить. Хоть ты мясом наружу вывернись, хочется так прямо сказать, я думаю, вы уже привыкли к моему сленгу иногда, поэтому понимаете меня правильно. Но ведь в нашей реальной жизни, правда, будем реалистами, всегда призываю. Ну да, чувства, эмпатия, наши близкие, вот это все шикарно проигрывается. Тысяча неопределенностей также проигрывается, потому что нет, образы есть, а конкретики нет. То есть есть все-таки те темы, и, видимо, вы так рационально, и это будет правильно, поймете, что не надо мне себя пришпоривать. Лучше я отдохну. Ну, вот есть те темы, которые, сколько ни форсируй, хоть выложись там вот, ну, по полной, а это всегда факторы, на которые мы не влияем. Давайте второй знак судьбы, может быть, будет, ну, это вы сами. А если меня смотрят мужчины, мои дорогие, может быть, это важная женщина в вашей жизни. Может быть, любимая женщина, у кого-то это может быть супруга, мама, то есть, да, или пусть даже нет брака, а та, которая вам приятно, может быть, хочется с ней чаще общаться. Пусть это будет подруга, друг вот какой-то, да, именно с позиции женщины. Ну, вот такое бывает, может быть, и по каким-то вашим проектам, которые касаются бизнеса, работы, тоже женщина. Все-таки карта женщины говорит, что роль женщины в вашей жизни присутствует. А если это именно вы, мои дорогие девочки, вы будете больше заботиться о себе. И это опять же все то, что я говорила для карт, до карт точнее. Это ваше внутреннее состояние покоя. Вам совершенно необходимо, особенно Луна, слушать свою интуицию. И на протяжении октября и ноября месяца, поверьте, у нас будет еще много разрозненной информации, путанной информации, которая нас пытается словно свести с пути истинного. Или наоборот, нам все карты спутать, да, но козырь-то все равно в ваших руках, хотя на долгий продолжительный период времени вы пока тут еще не можете определиться. И это отчасти связано с планетарными транзитами. Я сказала уже, где-то вторая половина, может, ближе к ноябрю. Там, ну, еще какие-то могут добавиться нюансы. И там уже Уран порядок наводит в вашей жизни, но со знаком больше плюс. Там, может быть, выйдут такие темы, которые, ну, вот сколько не желай, сколько ты не жди, там уже от чего-то вы будете более спокойно, добровольно отказываться, потому что, ну, вы, знаете, так вот холодным рассудком не будете видеть уже, ну, никакой перспективы. А декабрь месяц, забегая немного вперед, по крайней мере, это я так вижу все то, что я вам говорю, можно не соглашаться. Но декабрь я не вижу в каких-то инновационно-революционных переменах. Ну, информация какая-то будет, да. Нас тут будет что-то иногда, может быть, ступор вводить именно из-за новостной какой-то палитры. Но реально-то вот что-то, ну, я не могу сказать, что там какие-то будут инициированы трансформационные процессы, даже
в обществе или где-то вокруг нас будет скорее какая-то пауза или период затишья. А вот уже на 2026 год там могут так это быстрее пойти события. Ну и вообще 26 это огненной лошади год. Но это не с января месяца, это туда уже в феврале будет у нас. Поэтому успевайте отдыхать, мои дорогие, так и хочется сказать. Но вот кто-то тень на плетень может наводить. Все-таки месяц и леса. Леса – это всегда хитрость и обман. Скорее всего, это вот вы где-то и интуиция, без интуиции не обойдетесь. Может быть, вас и в октябре многие вопросы будут вот так удивлять, люди будут удивлять. Или, знаете, когда, может быть, и прежняя, кстати, вот мы сейчас откроем, какая-то история, которая была связана с обманами, когда вы кому-то верили, строили, может быть, вместе планы, может быть, это касается личной жизни, а у кого-то вашего творчества, работы. Обещано одно, а потом оно все развалилось. Но опять же, человек жил по каким-то своим меркам, и в результате мы получаем какой-то недостаток. Пятерка, да, у нас число 14 прописано. Но мы проходим словно, смотрите, девятка треф. А девятка треф – это, знаете, это кармическое, по сути, число и вибрирующее. Оно вот всегда обозначает как 9. Это пороговое значение между прошлым и будущим. А трефы – это, знаете, как крестик, это как судьбоносность. Но я сказала вибрирующее, если мы перевернем, то мы получаем 6, а это число победы. Вот те победы, которые были прежде, оказались, ну, как сказкой, несбыточной мечтой. Или потому что это кто-то так красиво врал, ну, давайте так вот по-простому скажем – и, видимо, этот опыт был тоже вам необходим. Почему? Потому что вот эта правда, она ведь всегда, правда, выходит наружу. Но, может быть, растянулась бы еще по времени, и вы потеряли этого времени значительно больше. Поэтому какой-то урок кармический вот по этой девятке треф вы уже прошли. Но, может быть, напоминает что-то. Это может быть связано с человеком, который был прежде, да, и вы уже ничего там, никаких чудес не ждете, и все обещания так вот, ну, рассматриваете то в бинокль, то в микроскоп, как и вдали, и вблизи. Вы думаете о себе, и это будет правильно. Ладно, давайте с вами узнаем, что же идет на ваш порог. Планы. Вот вы будете заниматься только тем, что имеет прогресс. И прогресс не прямо сейчас, а лет на 10, а то и 20, как по Плутону. Вот это невидимая нить Ариадны. Телец уже знает, что он хочет. Хотя это та карта, когда сбываются наши мечты. Вот, мои дорогие, какие-то ваши мечты, они приобретают более ясное очертание, что идет на ваш порог. Для кого-то из вас поездка, переезд. Вы можете сами задуматься или, может быть, захотите именно этого. Иногда это карта расстояния, может быть, у кого-то общение посредством интернета на расстоянии. И вы будете тут принимать какие-то важные решения. Вот это я так чувствую, потому что это что идет на ваш порог. Будущее уже стоит на этом пороге. И вот эта девятка треф. Правда? Октябрь может быть очень судьбоносным по тому, что вы решите. И хотя больше карты, вот да, к теплому пледу, приятным ароматам, спокойной музыке, какому-то релаксу располагают. Но значит для вас после турбулентного периода совершенно необходима внутренняя вот эта гармония и перезагрузка, чтобы вы не поставили себя на второй план, не отодвинули, а чьи-то интересы хитрики, извините, может быть и так, да, на первый план, поддались на что-то. Ведь это карта исполнения желаний. Нам говорят, возможно, все, и это идет на ваш порог. Поэтому для кого-то из вас эта карта будет связана с каким-то проектом, с творчеством, с вашей популярностью, рост вашей популярности. И имеется в виду какая-то стратегия, может быть, даже по работе. Попутно скажу, что касается работы, мои дорогие тельцы. Это не то время, когда мы берем реванш. Это не то время, когда мы, ну, знаем, знаете, как бросаемся с места в карьер. Это время просто закрепить все то, что вы уже построили. И может быть в этом то, что вы сумели создать или отстроить, ну, какую-то часть благополучия. Или, может быть, по работе какую-то ситуацию, по деньгам стабилизировать, по отношениям, может быть, что-то стабилизировать. Вот здесь не надо никаких революционных изменений или что-то вот форсировать. Просто закрепляем. Вам просто нужно поддерживать. А самое главное – поддерживать себя.
Вот это будет важно. Но тут именно большое видится на расстоянии. А что новое идет в вашу жизнь? Ну, любовь идет. И вы знаете, у вас такой период может быть, когда люди как меняются. Кто-то уходит из вашей жизни, отпускайте. Если что-то не складывается, ну, значит, на какой-то период вашей судьбы это было совершенно необходимо, были какие-то контакты. Ну, уйдут прежние люди, придут новые. Но это карта радости, какая-то радость у вас все-таки будет. Но могут быть и признания в любви, мои дорогие, вполне вероятно. Это приятно слышать. Но, как я сказала до карт еще, что вам фейерверки не нужны, вам нужна постоянная забота, внимание, надежность, уверенность. Вот так вы будете очень реалистично оценивать людей. Но что идет нового? У кого-то новые отношения, встреча. И планетарно запросто. До конца года. У кого-то для тех, кто один или одна, может состояться такое знакомство. Но тогда надо выйти судьбе навстречу, то для тех, кто устал от одиночества, потому что хоть и бытует мнение, судьба на печи найдет, но это очень спорный вопрос. Все-таки и самому как будто выходить в люди, и планеты нам советуют для тельцов, что, ну, ты вот собой займись, ты труженик великий, ну, давай вот теперь переключись на что-то более гармоничное и приятное. Ладно, в чем вы поставили точку, а оказалось, здравствуйте, победа. Но всегда, когда, вот я говорила, 6, да, эту победу придется удерживать вокруг лисы, как минимум, мои дорогие. Это те люди, которые вам не говорят всей правды, имеют все-таки свой какой-то хитрый план. И карта победителя, вот лавровый венок, рост вашей популярности, что-то приятное. Вы знаете, у вас какое-то желание исполнится. Что-то тут у вас, так знаете, наверное, ведет вот вашу вот эту нить Ариадны, как невидимые волшебные высшие силы, да, и приводят все-таки к победе или к какому-то достижению все же. Но вам это нужно сохранять. Вот, как я сказала, стабилизировать, да. По аркану победителя мы не можем расслабиться, вот в чем дело. Иначе все пойдет наперекосяк. Мы не давим тут авторитетом ни на кого уже, нет. Но мы просто все контролируем. И это не есть жесткая какая-то хватка, контроль, да, такой жесткий, где-то с напором. Нет, ну просто ничто не должно ускользнуть от вашего внимания. Ну вообще, если мы спросили, вы, может быть, поставили в чем-то точку в каком-то проекте, или уже даже не надеялись, что у вас получится выйти из затруднительного положения или решить какой-то сложный вопрос, вполне вероятно, вот почему все-таки это из прошлого, то, что тянется, да? Чем-то вы занимались прежде. Занимались, потому что, ну, может быть, считали это необходимо. Или, ну, думали, что, ну, я вот еще раз попробую, а дальше будет видно. Может быть, я и поставлю в чем-то точку и откажусь. Но пока еще как бы не все козыри раскрыты, и вы могли что-то продолжать. Но так реально на особую победу не рассчитывали. Но вот тут она приходит. Сфера личной жизни и любви. Ну, не сглупить точно нужно. И вы знаете, планетарно ведь могут быть для кого-то из вас, понятные и для всех, такие знакомства, когда вы познакомитесь с человеком, который обладает магнетизмом. Может где-то пробудить в вас страсть. Такое тоже может быть, и поэтому не сглупите. Вот конкретно нулевой аркан. Хотя у кого-то это может быть возврат прежних отношений. Мы все разные, мои дорогие. Ведь я не отрицаю того, и в моих раскладах это звучит, что иногда в нашу жизнь может вернуться тот человек, о котором мы вообще забыли и перекрестились. Хочется сказать, что нет, да и ладно, и не надо. А здрасте, и вдруг кто-то возвращается. Вот что с этим делать? Тут вам придется принимать какое-то мудрое решение. Но собой точно не рисковать. И если бы прежде вы бы, может быть, чем-то бы вдохновились, но теперь уже вы учитесь ценить себя. Может быть, и правда был какой-то опыт, когда человек вас научил буквально, может быть, через какие-то разрушительные ситуации, да, через какие-то хитрости. Но вы поняли, что буду я, будет все остальное. Поэтому иногда эта карта свидетельствует о новом жизненном этапе, будем реалистами, старший аркан. Но и мы не должны что-то прошляпить. Девушка держит в руке предмет, это прообраз Грааля священного. Ну вот что-то ее так обрадовало, что она потеряла бдительность, этот предмет над омутом.
И вот так легко его уронить, не удержать, а уже какие-то невидимые силы начинают свою работу. Берегите себя, мои дорогие, и по части личной жизни. Какие-то продуманные решения от вас должны быть, это факт. Сфера финансов, еще один старший аркан. Смело могу сказать, октябрь каким-то судьбоносным месяцем может быть. В этой колоде карт это конкретно про любовь, но это еще и какой-то выбор. Выбор может быть, знаете, где-то, если в целом вот энергия, которая присутствует, даже планетарная, для кого-то из вас будет неплохо, все-таки Уран. Уран все дробит. У нас на финансы. А впереди 7 лет, когда у вас Уран не в первом доме гороскопа, когда он был в вашем знаке, а теперь он в следующем знаке, в Близнецах. И он окончательно как раз перейдет апрель месяц 2026. И у вас второй дом гороскопа – это дом финансов. И вам придется, может быть, их было бы неплохо, поскольку Уран все дробит, иметь не один источник дохода, а два. Или не в одном месте деньги на депозит ложить, а может быть в несколько, или как-то распределить это, да. Вот к финансам вот все равно какая-то реструктуризация через выбор, она присутствует. Это даже планетарно. Ну и карта Таро об этом тоже говорит. Может быть, это и деньги партнера, кстати. Или какого-то совместного бизнеса. Все же аркан нам говорит, сепарация только иллюзия. Договариваться придется. Это как будто правильно и хорошо. Ну, может быть, и будете вы в такой ситуации, даже стесненной, хотя карта ни одна нам об этом не говорит. Но так вот, если в реальной жизни, нам когда приходится делать выбор? Когда, ну, правда, вот есть у нас у самих какая-то проблема или вопрос, когда мы должны его решить. И он неоднозначный. Был бы однозначный, не было бы выбора. Но, может быть, у кого-то вы просчитываете финансовую историю и понимаете, что вот, ну, нужно вам в чем-то подвинуться. Может быть, у кого-то это где-то кредиты, да, и распределить сами по себе деньги, да, чтобы на все хватило. У кого-то даже старший аркан именно будет говорить о распределении каком-то. В целом-то это единое целое, но тем не менее это из нескольких частей. Ну, а для кого-то это партнерские отношения, которые тоже как-то, может быть, на определенный период времени вам приносит доход или есть какое-то взаимодействие, сотрудничество. И это именно сопряжено с финансами. Вот перекладывайте на себя. Здесь я по максимуму, ну вот основные такие вехи осветила, но все равно это все держать нужно под контролем. Сфера ваших достижений, ух ты. А ведь правда, вы можете куда-то поехать. Собирались в одно место, а поедете в другое. Тысячи дорог сходятся в одной точке, мои дорогие. А еще есть колоды. Мне очень нравится здесь такая яркая карта «Восьмерка жезлов». А есть колоды, где это трансформации даже называются, когда вот какие-то резкие перемены происходят. И вот по части достижений тут у вас какой-то переломный момент. Но это мы набираем темп. Это новые возможности. А у кого-то из вас известие, какая-то новость, которая по части дела, работа, бизнес, документы, учеба, у кого тут что может быть. Но мы идем вперед. Более того, в каком-то ускоренном режиме, может быть много дел или какая-то возможность. Вот это вот возможность все-таки, которую вам нужно не упустить. Ну, видимо, где-то я говорила, вот эту победу, она и есть, ее приходится сохранять, и, может быть, даже придется включиться в решение, ну, некоторых деталей, причем, ну, потребовать, по крайней мере, такое может от вас какой-то вопрос, который касается работы или ваших достижений, или вашей популярности, или, может быть, документов, когда Его Величество случай проходит, да, как не случайная случайность, которая, по сути, это все решено, видимо, да, там в небесной канцелярии. И от вас потребуется принять быстрые какие-то решения и еще и просчитать. Будьте готовы все же и к этому. Интересный период. И, может быть, когда мы уже будем в октябре, или вы будете вдруг пересматривать это видео, я знаю, что некоторые пересматривают в конце уже периода. Напишите мне, пожалуйста, потому что всегда читаю ваши комментарии. Не всегда отвечаю, не на все есть время. Поверьте, я читаю все. И я вам за это очень благодарна. Перекладывайте на себя. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.